Hamatix Box R4K+. И это действительно один из самых крутых топ-боксов. И поверьте, я знаю, о чем я говорю, потому что там не только ТВ-бокс, там еще и расширенный пульт, Google пульт, вот такой вот базовый пультик, можно Т2 стик и С2 стик купить для спутникового телевидения. А также у нас есть еще вот такой вот геймпадик и еще там много всего. Вообще на самом деле экосистема Hamatix очень-очень обширна, он очень крутой, с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, с поддержкой Netflix, сертификацией Android TV и вообще со всеми плюшками, которые вот можете представить, они здесь есть. Короче, на канале Технозон топ ТВ-бокс Hamatix Box R4K+. С обзором поехали. Слушайте, ну да, я одну ошибку совершил. Был вот такой вот Mikulka M2+, я делал на него ставку с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos. Фигня. Не пофиксили никаких, скажем так, моментов, то есть там очень много каких-то детских болячек, проблем и поддержка никакая. И у меня прям была дилемма, а какой же ТВ-бокс вот со всеми фишками взять для себя в постоянное пользование. Я его тестирую, дай бог, уже 2 недели. Я вам скажу, и покупал я полный комплект, не полный, я еще одну штуку хочу купить, я вам потом покажу на картинках. Именно знаете для чего? Я вам на распаковке буду его показывать. Здесь есть Type-C еще дополнительный, здесь 2 Type-C, 2 USB, короче там. Здесь есть Type-C дополнительный, куда можно подключить, чтобы вы понимали, кое-что. Сейчас увидите, это будет сюрприз. Сам по себе ТВ-бокс на iMlogic S905X4 производном процессоре, J-процессоре с Dolby Vision, 4х32, с богатыми интерфейсами, которые вы увидите тоже на распаковке, я специально для вас запишу, и с очень хороших материалов. При том, что он стоит дешевле, чем вот этот вот факапный Mikulka M2 Plus Deluxe, который не доработали, который идет у нас, откровенно говоря, куда-то там, вообще непонятно чего. И вот это место топового ТВ-бокса у нас занимает конкретно Hamatix. А теперь давайте вот по порядку. Я сегодня сделаю тесты. И это будут тесты и Dolby Vision, и Dolby Audio. А тут, кстати, и Dolby True HD есть. Это то, чего нет в других ТВ-боксах за такую цену, скажем так, сертифицированных. И мы сейчас на сайте представителя Hamatix. Я покупал конкретно официальный Hamatix у представителя. Есть он, кстати, не только в Украине, он есть еще и в Германии. В Германии тоже можно покупать, я советовал своим друзьям. Я нашел его в Украине и нашел в Германии. В Германии он, кстати, очень классные деньги стоит, 124 евро. Это вообще за эти деньги, это просто ни о чем. Дешевле вы не найдете. Серьезно, для Германии это вообще отличная цена. Короче, сам по себе ТВ-бокс за 5000 гривен, за 4,99. Но это все можно купить не только вот в виде ТВ-бокса. Вы можете купить еще к нему тюнер. Вот такой вот, Т2. А можете купить еще С2 тюнер. На сайте есть, я специально ссылочку для вас закину. S2 для спутника, да, он поддерживает не только Т2, он поддерживает еще и спутниковое телевидение дополнительно. Вы можете это все купить в вот таком вот сете, Т2 тюнер плюс сам ТВ-бокс, это выйдет дешевле вам. А можете купить еще вот такой вот геймпад, Hamatix геймпад, который я себе купил, ля-ля-ля, и за эти деньги, кстати, неплохой геймпад. Можете купить себе геймсет, а можете еще купить много чего. Вот, кстати, у нас есть S2 тюнер, я вот вам его сразу выведу и покажу. Ссылки я разместил в описании под видео. Вот советую, если вы не хотите проблем, и объясню, почему там именно покупать. Потому что у меня есть их 2. Лена, а ну тащи второй. Я вам объясню. Один покупал на студию, уже если покупать, то покупать. А второй купил домой. И один у меня на Android TV 11 в базе. Вот сейчас мне его Лена несет, он у нас. Ты вот, давай. Ты же его выключила, когда отключила? Да. Да? Хорошо. Чтобы мне тут ничего не погорело. Хорошие ТВ-боксы просто. И короче, этот на базовом Android TV 11, а этот у меня уже на Android TV 12. И я написал представителю, говорю, я хочу Android TV 12. И мне там что-то прописали, мне прилетело обновление. Вот поверьте, лучше брать у представителя, чем где-то там в другом месте. То же самое, кстати, по Германии. Что можно сейчас взять в таком ценовом диапазоне? При том, что можно же взять еще дополнительный пульт, вот такой вот длинный черный с кнопками. Вот, смотрите, кстати, в Германии тоже есть эти все дополнительные аксессуары. Вот он здесь, 30 евро стоит. И это, кстати, классный пульт, обалденный пульт.
Вот такой вот. Потому что это Google пульт с этими цифровыми каналами. Если вы берете T2 и S2 стики, то однозначно к ним надо брать. Ну, в общем-то, ссылки в описании под видео, вы посмотрите их сами. Но что же можно подключить в дополнительный Type-C порт? Я вам показываю. Та-дам! Он еще не продается. Цена здесь не актуальна, я так понимаю, потому что это всего лишь предзамовление, предзаказ. Но это у нас хаб, мультимедийный хаб. То есть вы вставили в мультимедиа, есть еще колоночки. Блин, ребята, это, знаете, HomeClick Dolby Atmos называется у них эта штука. Я пока ее не видел, я очень хочу ее, я прям залип. HomeClick Dolby Atmos. Это, кстати, штука с центральной колонкой. Я так понимаю, что еще и саб там есть где-то с сабвуфером. Я не знаю, я ее не видел, но очень хочу увидеть и попробовать. Потому что она просто в нее вставляется и все. И у вас работает Hamatix вот полностью без каких-то дополнительных моментов. Топ. Сейчас мы его подключаем, тестируем. И тестируем и Dolby Vision, и вывод звука, и все мультимедийные возможности, а потом делаем выводы. Но перед этим подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, потому что вот это вот теперь топ нашего канала. И если меня там спрашивают, вот, да, там что взять с HDR10+, с Dolby Vision, там с Dolby Atmos, Dolby True HD, вот он. Это вот, знаете, за 130 евро это король ТВ-боксов на сертифицированном Android TV. Потому что именно с такими возможностями, с HDR10+, и еще и с YouTube, допустим, 5.1, в стандартном клиенте, давайте так на секундочку, то вы конкурентов точно не найдете. Да-да, Hamatix Box R 4K+. Пожалуйста, спецификация Android TV 11, гигабитный LAN RJ45, у нас тут много USB интерфейсов 4х32, и самое интересное, здесь есть Dolby Vision, Dolby Atmos, AV1, DTS HD, Wi-Fi 6, все это с Chromecast, вот так вот все это выглядит, с пультом, которым можно управлять и вашим телевизором, и другими устройствами, есть сертификация Netflix и тому подобное. Давайте открываем. И будем смотреть, что же у нас тут. Смотрите, дело в том, что у нас же не только Hamatix. А ну подожди. Лена, что у нас еще? А ну давай мне. У нас есть вот такой вот с ним в комплекте мы докупили. Hamatix. Вот такой вот донгл T2. На секундочку, можно антенку подключать. Нифига себе. Есть у нас еще геймпадик, Hamatix Game Controller, для того, чтобы пошпилить на нем с полной совместимостью, с голосовой кнопочкой. О, вот это прикольно уже. Такой полный комплект заимели. Давайте посмотрим, что у нас тут. Здесь у нас Hamatix, бумажечки, это нас мало волнует. Нас волнует TV-бокс, металл, пластик. Комбинированный, красиво выглядит, да? Симпатично такой, да, прикольно. Что у нас на торцах? Да, прикольно, металл. Что у нас на торцах? Очень прикольный, недешевый ABS пластик. USB 2.0, USB 3.0. У нас есть здесь разъем для 12 и 18 вольт поддерживает. Неплохо. LAN RJ45 на 1000 мегабит, HDMI, оптический SPDIF и есть вот этот вот Type-C, конкретно вот куда можно подключать вот эту вот штуку. Смотрите. Вот таким вот образом это выглядит. Это если надо дополнительно T2. Как T2 активируется? Смотрите, у нас есть вот такой вот. Ну, это. Слушайте, тут интересно. У нас есть вот такой вот дополнительный пульт. Google пульт расширенный. Есть Google пульт. А есть. Вот, взяли мы дополнительный пульт. А ну дай мне второй Hamatix, который мы купили. Сейчас. Потому что можно взять вот такой вот дополнительный пульт. Просто-напросто взять расширенный пульт. А можно Hamatix, смотрите, брать с базовым пультом. Смотрите. Вот с таким вот Google пультом обыкновенным. Чем интересны такие пульты? Потому что в этих пультах есть еще инфракрасная опция. Кроме того, что он Bluetooth, вы можете еще дополнительно управлять телевизором, допустим, включение-выключение, вот эта кнопка выбора сигнала и кнопка регулировки громкости. А активация вот этого DVB T2 модуля, туда можно вот назначить именно на эту кнопку, это будет работать через эту кнопочку. Ну и, конечно, здесь есть кнопка, видите, на которую можно назначить любое приложение, это называется AppKey.
Тут есть кнопки Netflix, YouTube и Prime дополнительные и, конечно же, голосовой поиск. В дополнительном пульте, который дополнительный расширенный пульт, можно реализовать у нас цифровая панель для любителей IPTV зачастую. Можно набирать номера каналов, да, и я пароли набираю. Честно говоря, через такие пульты у меня есть такой пульт. Прикольный пульт, тоже с инфракрасной опцией, все то же самое. То есть это специально под Hamatic запрограммированный, видите, с логотипом Hamatic, отличный пульт. Дальше у нас есть с вами вот такой вот блок питания. Смотрим, это хороший блок питания, сразу говорю, 12 вольт, ну это 18-ваттный, 12 вольт 1,5 ампера, неплохой, очень неплохой. И есть у нас вот такой вот HDMI кабель, ну судить по нему мне тяжело, хотя, ну в принципе я уже использовал Hamatic с кабелями их когда-то, и у меня вопросов не возникло. Теперь геймпад. Дополнительный геймпадик у нас есть. Давайте его сейчас вскроем. Я геймпад, я вам честно скажу, еще не тестил. Будем тестить сейчас. Прикупил уже полный комплект себе, для того, чтобы нужно было поиграть. Смотрите, открываем. Та-дам! Вот такой вот геймпадик. Здесь у нас бумажечки. Ой, слушайте, топчик. Напоминает Xiaomi геймпад когда-то был. Слушай, у него классные курки. Вообще, вот очень хочу протестировать его в играх. Напоминает, знаете, что по размеру от Sony PlayStation 4. Вот серьезно вам говорю, вообще просто. От Sony PlayStation 4, только здесь заменена панелька на домик, назад, то есть он может работать как простой пульт. Hamatic пошли по пути Nvidia Shield, когда выпустили свой фирменный геймпад. В свое время Xiaomi тоже это делала. Но, кстати, геймпады Xiaomi еще и хрен купишь. Геймпад работает как на донгле, так и на проводе, так и на Bluetooth. То есть, ну, у нас здесь, смотрите, что написано на самом на нем. У нас 6-осевой гироскоп есть, Bluetooth, есть USB-C порт для зарядки. У нас есть, слушайте, он универсальный, что ли? С Google ассистентом. Он универсальный. Интересно, интересно, действительно прикольно. Еще есть у нас, смотрите, здесь такая инструкция. Включить Power On на голос 4 секунды, режим спаривания для Bluetooth, выключение, reset и USB или dongle режим, как включать. Ладно, ребят, слушайте, столько всего сегодня из новиночек приехало, все развалилось. Бывает и такое. Столько новиночек приехало, я прям уже антенну еще давай будем пробовать, как работает. Слушайте, прям хочется попробовать. Ребят, переходим и тестируем. Боже ж ты мой, Android TV. И при этом он стартует на Android TV 11, а возможно установка Android TV 12. Есть бета-версия, и можете обратиться к продавцу для того, чтобы получить эту самую бета-версию, если вдруг вам очень надо. 12, поверьте, работает очень стабильно, я на ней именно и тестировал. Обыкновенные вот эти вот строки рекомендаций, каналы рекомендаций, которые можно перемещать, можно удалять, можно их скрывать, допустим, там переместить. Мы можем их просто брать и перемещать. Также можно отключить рекламный канал сервисов Google Play, которые там есть. Это все делается очень-очень просто и очень быстро. Тут как бы вопросов нет. Сразу же тестируем голосовой поиск Chromecast, так как это сертифицированный Android TV. И давайте поехали. Фильм «Черкассы». Голос сработал без нажимания кнопки, то есть мы нажали кнопку, отпустили, без зажимания имеется в виду. Происходит у нас поиск в сторонних источниках, голос работает без ограничений и без проблем. С этим у нас плюс. Сразу же тестируем Chromecast от Google. Бокс 4К у нас определился. Включаю свое видео на трансляцию и, пожалуйста, все воспроизводится. То есть вы, по сути, можете управлять трансляцией на ТВ-боксе через Chromecast из YouTube, из других источников, которые позволяют нам работать с Chromecast. Ну, раз уж мы с вами в YouTube, то, наверное, YouTubeчик мы протестируем. Включим нашу дикую реку 4К, и вот максимальное качество 4К, 60 FPS, HDR. Вы сейчас видите запись нашего телевизора тестового, который поддерживает практически все форматы. Мы видим, что он поддерживает HDR, он включился с HDR. Вообще не вопрос. Здесь у нас на съемке VP9 работает, для того, чтобы вы видели, что VP9 есть, а там AV1. AV1 в HDR беспроблемно работает у нас YouTube. А самое прикольное, что конкретно на этом ТВ-боксе вы можете смотреть YouTube с 5.1 звуком прямо в стандартном клиенте. И для этого вам не нужно даже там выбирать
брать какой-то определенный формат или определенный другой клиент. То есть 5.1 звук, если есть в ролике, он будет работать с 5.1 звуком. Все, с YouTube вопрос закрыт. Любое максимальное качество YouTube он воспроизводит. Ну и в принципе можем пойти в настроечки, посмотреть, о чем же там у нас идет речь. Кстати, здесь мы сразу закроем, можем задать имя устройства. Видим фирменную штучку в настройках, это фирменный пункт меню, где можно настроить инфракрасную опцию этого Bluetooth пульта. У меня здесь настроен телевизор TCL, и мы можем с помощью этого Bluetooth пульта дополнительно управлять громкостью. Мы можем кнопка питания и кнопка выбора источника сигнала запрограммировать. То есть мы можем с вами выбрать, добавить устройство. Управлять мы можем саундбарами, AV-ресиверами, либо телевизорами. Выбрав модель вашего устройства, мы можем это все дело назначить и настроить. Отличная опция, за это огромный плюс. Также в настройках устройства мы видим огромное количество каких-то настроечек. Они очень много всего вынесли об устройстве. Я сейчас в версии с Android TV 12, он идет в стоке с Android TV 11. Есть прописан Netflix. Также у нас есть App Key Definition, это можно назначать кнопку на вот этот вот пульт, на дополнительную кнопку, и сюда мы назначим, наверное, AIDA 64. То есть в следующий раз, когда мы нажимаем кнопку этого пульта, мы попадаем, вернее, вот эту кнопку App на пульте, мы попадаем в AIDA 64. И, кстати, сразу мы здесь видим, что это Sai Robotics, Box R4K+, Hamatix 4х32, само собой с блютусиком, это 4-ядерный Cortex A55 по 2 ГГц. Процессор, который работает в 32-битном режиме, то есть 64-битный процессор на 32-битной операционной системе. У нас полный 4К разрешение интерфейса, то есть здесь не Full HD интерфейс, а полный 4К. Ну, на данный момент 60 Гц. Сеть у нас подключена с коннектом в 1200 мегабит, это Wi-Fi 6. Чтобы вы понимали, скорость мы обязательно померяем. Есть у нас... Что у нас? Mali G31, это за видео, за отображение отвечает. Доступа к температуре нет. Ну, из кодеков мы уже понимаем, что здесь есть все, и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и AV01, поэтому их уже будем тестировать в конкретных приложениях. А дальше здесь в настройках устройства есть у нас экран и звук, и здесь очень все круто сделано. Теперь рассказываю по порядку. Во-первых, масштабирование текста. Здесь можно менять не только масштаб экрана, здесь можно сам по себе текст сделать крупнее. Для людей, у которых, например, плохое зрение. Это классная тема. Или для престарелых людей. Не на каждом ТВ-боксе увидишь вообще масштабирование текста. Также использовать частоту контента. А вот насчет использования автофреймрейта, то здесь очень хитро написано именно в этом варианте. Это то, что у нас, видите, есть пункт не согласовывать частоту кадров. Объясню. Это устройство переключит формат вывода изображения в соответствии с исходной частотой кадров в видео, если поступит соответствующий запрос от приложения. Это обыкновенный Google IP, да, который мы там в Vimeo Media Player можем увидеть возможные частоты для переключения. А вот этот вот пункт, он немножечко неправильно переведен. Здесь написано согласовывать частоту кадров, устройство переключит формат вывода изображения в соответствии с исходной частотой кадра воспроизведения видео, если поступит соответствующий запрос. И здесь не написано в чем прикол. Но если переключить на другой язык, то мы здесь получим совсем другой прикол. Смотрите, например, на том же самом английском языке этот пункт звучит абсолютно по-другому. И там уже идет речь о VRR. Это конкретно я сейчас на Android 12 это делаю. Смотрите, Match Content Frame Rate. Здесь написано о том, что будет адаптирована частота вашего телевизора под контент, но только в том случае, это, знаете, без задержек, то есть без вот этого переключения в черный. Только в том случае, если ваш телевизор поддерживает переключение без задержек. Вот так вот. То есть это фактически такой себе с вариантом работы с VRR. А в русскоязычном варианте этот пункт переведен немножко неправильно. Да и в Netflix, я вам скажу, когда запускаете Netflix и пытаетесь воспроизвести, он выдает вот такой вот, вы видите, надпись в Netflix о том, что он согласовывает частоту кадров по сути, и вы не будете смотреть Netflix с джодер эффектом на данном ТВ-боксе. С автофреймрейтом вопросов нет, и никаких дополнительных приложений для iFair устанавливать не надо. В расширенных настройках экрана есть разрешить игровой режим, есть HDR настройки. При подключении к HDR телевизору здесь у нас будет подключен либо к
допустим, Dolby Vision телевизор, у нас появится с вами настройка Dolby Vision, вы ее сейчас видите, и HDR Auto вы видите, и все это дело действительно очень даже неплохо работает, то есть у нас вопросов нет. Единственное, нужно переключить для того, чтобы HDR срабатывал на Dolby Vision телевизорах, нужно переключить опцию Source Device. Тогда у вас девайс будет декодировать, даже если телевизор ваш не может, это все будет правильно работать. Также у нас есть Screen Resolution, где у нас поддержка от 4К до 480p, вообще без вопросов. HDMI цик немножечко расширенный. Почему? Потому что если ваш телевизор поддерживает регулировку громкости через цик, то без назначения инфракрасной опции вы можете здесь регулировать, например, громкость через пульт самим телевизором. Есть LED-контроль, можно отключить вот эту вот световую панель, в принципе, и можно еще в расширенных настройках звука выставить такой немаловажный аспект, как автоматический выбор аудиоформата, либо пастру, то есть проброс. При автоматическом выборе у нас в Netflix будет работать Atmos. Если мы включаем пастру, то это будет у нас из сторонних источников, из сторонних файлов пробрасывать все форматы звука, но при этом у вас Atmos, скорее всего, в Netflix не будет. То есть так работают сертифицированные устройства. Это абсолютно правильное решение. Также у нас есть хранилище. В принципе, тут ничего для нас интересного нет. Chromecast, заставка, питание, энергопотребление. Все абсолютно. О, знаете, здесь чуть расширено. При бездействии можем установить, когда будет отключение коробки. При просмотре, если непрерывно поставить, там, допустим, через 4, через 6, через 8 часов он будет автоматически отключать. И есть Power Saving мод. Есть у нас настройка камеры, то есть я так понимаю, что здесь можно подключать камеру. У меня, к сожалению, внешней камеры нет для того, чтобы проверить, но настройка камеры есть, и это хорошо, то есть можно использовать Zoom, например, для каких-то экстра конференц-связей. Слушайте, что у нас здесь еще есть? Мы тестируем с вами тесты сетевых возможностей. Почему? Потому что AIDU мы фактически с вами посмотрели. Давайте тест скорости интернета нажмем. Тестируется он на Wi-Fi 7 роутере. Сейчас он подключен через 5 ГГц на 160 МГц ширины канала на 44 канале. Максимальная скорость, которую мы здесь получали, то там 340, смотрите, 380, 400 мегабит мы получали на этом ТВ-боксе. Это очень хороший результат для 5 гигагерцового ТВ-бокса. Это на загрузку было 395, на выгрузку 300, смотрим, 340. Это очень хороший результат. Это действительно очень хороший результат. Так, 347. 395 на 349. Давайте выйдем, переключим на 2.4, заодно посмотрим настройки Wi-Fi, что у нас тут есть. Мы можем его использовать как точку доступа Wi-Fi. Многие спрашивают, не знаю зачем, с учетом того, что здесь очень быстрый LAN G45, то возможно кто-то с этим чего-то делает. Давайте, у нас есть подключение 2.4. Подключено в режиме Wi-Fi 6. Идем в наш аналити, любимый. Сразу стартуем тест скорости сети. Так, 2.4. 100 мегабит в пике. 100 мегабит было. Сейчас 86, 85. Очень хороший результат, слушайте. И на загрузку 82, на выгрузку 65. Это очень хороший результат, поэтому тут как бы у нас изначально вопросов нет. И у нас остается LAN RJ45. Здесь нас ждет небольшой сюрприз. И пробуем LAN RJ45. Кстати, пинги на 2.4 смотреть вообще не рекомендую, потому что с загруженностью 2.4 сетей здесь чистый гигабит. Здесь даже не будем морочиться. Чистый гигабит, и все отлично работает. Пинги на 2.4 ГГц сети сейчас вообще смотреть не стоит, потому что 2.4 ГГц сети работают припохабно, слишком сильно загружены, поэтому имеем, что имеем. 660 на 500. Давайте еще через тест скорости сделаем, через мультисервер HTTP проводное подключение. Ждем. Приблизительно те же самые цифры. Но тут зависит от самого сервера, куда оно тестирует. Мы максимально видели на виртуальном тесте на нашем сервере до 1000 мегабит, но мы вам должны показывать на внешнем мире тогда, чтобы вы понимали возможности этого ТВ-бокса в реальных каких-то условиях использования. С тестом скорости закончено. Кстати, если нажать на домик 2 раза, то мы с вами увидим, смотрите, 2 раза, то мы с вами увидим недавние приложения, которые мы можем просто-напросто позакрывать. Это будет очень хорошо. То есть, смотрите, мы закрываем последние используемые приложения. Это
Действительно классная тема. Слушайте, вообще прикольно. С этим классно. Ой, а тут у нас 3D Mark. Давайте на него переключимся, потому что мы сразу видим тесты производительности, игровой производительности. Ведь у нас есть геймпадик. Поиграть-то мы должны с вами. И в результатах мы видим 10 335 баллов в Ice Storm и Ice Storm Extreme 5897 баллов. Абсолютно типичные результаты для этого процессора. Никакого нам сюрприза здесь не преподнесло. Нагрузка системы дополнительно не создана. То есть имеется в виду, что не загружен настолько, чтобы он не работал с играми. DRM Info смотрим на сертификацию. Hamatix. Тут мы видим все форматы, которые он поддерживает. CNC Clear K есть от Google. Есть у нас Widevine Modular DRM L1. Все со всеми сертификатами. С сертификатами вопросов нет. В принципе, смотрите, эти все сертификаты Netflix прописаны, мы их видели изначально, но мы с вами должны увидеть, как работает сам по себе Netflix. И при запуске Netflix на подключенном нормальном телевизоре с Dolby Vision, с Dolby Atmos, мы с вами видим, например, на вот этом вот фильме там, Dolby Vision, Dolby Atmos. Все, то есть вы сейчас видите запись экрана, либо на другом, любом у нас фильме мы будем иметь максимальное качество воспроизведения. То есть мы можем запустить воспроизведение, все отлично. Хорошо. Как в принципе будет отлично с телевизионными каналами, например, через IPTV, либо OTT-сервисы. С учетом того, что у нас здесь же еще и есть T2 модуль. Смотрите, все, мы переключаем. OTT-сервисы работают просто шикарно. Пожалуйста, еще переключаем. Супер. Здесь вопросов нет. Как и со всеми стриминговыми сервисами. Например, мы сейчас с вами в Megogo. Вот фильм «Творец». Мы можем его включить и посмотреть. Ну, я его покупал, он у меня есть в библиотеке. В свое время покупал. Тоже никаких вопросов нет в максимальном качестве. При том, что при подключении, опять же, к HDR телевизору, либо Dolby Vision телевизору у вас будет работать HDR фильмы в 4К на этом Megogo. И некоторые говорят, а у меня там на каком-то ТВ-боксе работает. Но дело в том, что, я вам объясню, есть ряд фильмов, которые конкретно требуют DRM L1 защиту. Если ее нет, то в Megogo будут не все фильмы возможные. Вы это должны учитывать. По поводу мультимедиа через различные серверы по типу Matrix, тут вообще никаких ограничений нет. Мы ставили наши виртуальных раздающих, мы ставили сервера, мы не имеем права этого показывать, YouTube очень сильно беснуется по этому поводу, поэтому уж извините. Но никакого ограничения при условии наличия хорошего интернета и качественных раздающих, их количество, главное, по Матриксу нет. То же самое через лампу и различные там онлайн службы. Все воспроизводит отлично. Но все зависит от той стороны, откуда вы смотрите. Теперь дальше. По поводу объемного пространственного звука и файлов тестовых Dolby Vision. Мы тестировали через различные плееры, мы тестировали через Just Player, через Vimeo Media Player. Через Just Player у нас завелся 5-й профиль, то есть мы Dolby Vision проверяли через 5-й профиль, вы видите сейчас запись, там и Dolby Vision, и Dolby Atmos, все отлично. Это, кстати, сторонний у нас вариант воспроизведения Atmos. Atmos идет через Dolby Digital Plus. Также у нас спокойно завелся 8-й профиль через МКВ. Пожалуйста, вы сейчас видите и здесь воспроизведение, он декодирует 8-й профиль и на телевизоре, где у нас отбивает, что он переключается в Dolby Vision. К сожалению, 7-й профиль, он не декодирует. Мы пробовали и на Just, и на том же самом Vimeo Media Player. У нас здесь 7-й профиль не завелся, но я вам расскажу, многие могут там кивать на какую-то дюну, на какие-то производные этого оригинального Hamatix, ведь именно это оригинальная коробка, и мол там производится 7-й профиль. 7-й профиль нормально не работает, то есть все равно игнорируется 2-й слой, и толку от этого вам абсолютно никакого нет. То есть все те раздатчики, которые мы видим сейчас есть на каких-то ресурсах, они идут 5-й и 8-й профиль, как раз то, что поддерживает этот самый ТВ-бокс. А если мы нажмем на вот этот вот домик при подключенном T2 вот этом донгле, то есть мы нажимаем, у нас появляется приложение Live Channels. Именно здесь мы можем с вами смотреть, ну, тут меню можно открыть. Именно здесь мы можем с вами смотреть T2 телевидение. Пожалуйста, оно работает, настраивается через обыкновенное приложение. Вот еще один канал, давайте я сразу буду их переключать. Вот еще один канал в 1080, кстати, T2. И тут у меня вопросов нет.
Хотя Т2 телевидение, да, многие покупают такие коробки, чтобы вы понимали, вариант использования Т2 телевизора, Т2 модуля. Есть люди, которые не хотят, например, платить подписку Мегаго. И готовы там, им надо там для родителей, например, какие-то базовые каналы. Т2 модуль, при этом мы же не говорим сейчас только про Украину, мы говорим про разные страны. В разных странах Т2 работает по-разному. Например, в Германии Т2 там вообще расширенные пакеты Т2 есть, и как бы там можно, в принципе, это все дело использовать намного интереснее, чем в Украине, где там есть там 30 или там 35 каналов, от 30 до 35. Честно говоря, не сильно слежу за Т2 телевидением, не смотрю его. Но сам факт наличия Т2 на данном ТВ-боксе при условии наличия этого Т2 стика очень сильно радует. То есть он работает с этим пультом и вызывается, ну не только с этим, с черным расширенным пультом, который мы вам показывали. По поводу подключенных внешних носителей и воспроизведения с него у нас нет никаких ограничений по размеру. У нас здесь есть USB 3 к тому же. Мы сейчас включим тестовый 69 гигов ролик, назовем это так, Gemini 4K 60 FPS, и все воспроизводится в HDR, в данном случае это HDR задача, в HDR, в Dolby Audio. Мы можем перемотать сразу без ограничений куда-нибудь там на 2/3. Как всегда мне везет с темными сценами, все воспроизводит просто идеально. У нас ограничений по размеру фильмов, воспроизводимых с внешнего носителя, абсолютно никакого нет. По поводу воспроизведения, кстати, слушайте, давайте мы с вами запустим еще пару тестовых роликов очень высокобитрейтных с HDR 10. Тут тоже вопросов нет, все воспроизводится. Кстати, знаете, что у нас есть? У нас есть Sony Wayland Tonga 4K, очень тяжелый ролик, который действительно, кстати, выглядит на телевизорах просто ошеломительно. Поэтому данный TV-бокс, он обеспечивает максимальное воспроизведение всех форматов, которые вот сейчас существуют для процессоров AMLogic, грубо говоря. По поводу пространственного звука. Dolby Digital Plus декодирует, выводит на ресивер в чистом Dolby Digital Plus. Как и простой Dolby Digital, самый обыкновенный, то есть у нас работает простой Dolby Digital, так и Dolby True HD в пробросе. То есть фактически мы, когда смотрим Dolby True HD файлы, мы видим Dolby Digital. Dolby Atmos идет через Dolby Digital Plus. Вы это должны понимать. DTS мастер аудио у нас есть и DTS ядро. В данном случае DTS ядро воспроизводится как простой DTS, и DTS мастер аудио у нас тоже в режиме pass-through воспроизводится. DTS X мне, к сожалению, протестировать не на чем. Да и честно говоря, DTS X такой себе формат. Я очень редко вижу какие-нибудь материалы, видео именно в этом формате. Для меня это какой-то такой, знаете, нонсенс формат, если честно. Также у нас есть геймпад. Геймпад мы должны с вами запустить и протестировать. Ну давайте включаем. Завелся. Ой, а он включен. Он включен, и мало того, он может использоваться, фирменный Hamatix геймпад, как обыкновенный пульт. У него есть голосовой поиск. Вот кнопка голосового поиска. Мы можем ее нажать, сказать фильм Черкассы. Скачать фильм Черкассы. Не-не-не, стоп. Давайте. Фильм Черкассы. Супер. То есть у нас есть какое-то взаимодействие с голосовым поиском. Слушайте, относительно неплохо работает. Смотрим, есть у нас резкие скачки. Я не скажу, что это мега топовый геймпад, но то, что это, да, есть у нас какие-то очень мелкие мертвые зоны, они очень мелкие, но для, допустим, поиграть на ТВ-боксе очень даже пойдет. Очень даже пойдет. Кнопки являются курками, а не просто кнопки, вернее, курки являются курками. Смотрим, они нажимаются нормально. Слушайте, в принципе, это еще и неплохой геймпадик, на котором можно во что-то поиграть. Пробуем поиграть. Будем пробовать Shadow Guns Legends, какую-нибудь еще игрушечку запустим. Потому что те, кто говорят, что на ТВ-боксах нельзя играть, они, наверное, просто не видели Android Market для ТВ-боксов. Имеется в виду для Android TV, которые оптимизированы под пульты игры, которые оптимизированы под геймпады. Так, что у нас? Да, геймпад определился сразу же, без вопросов. Поехали. Высадка десанта и цель найти какой-то источник чего-то. Я даже не прочитал нормально. Так, открываем. С кем мы тут должны постреляться? Иди сюда, дружок. Давайте еще здесь постреляем. И ты иди сюда. Слушайте, это все дело работает. Кто там в меня? Кто там что-то хотел рассказать и доказать? Идите все сюда.
гады. Заходим, побежали, еще сейчас куда-то зайдем и будем выходить, следующую еще попробуем. И уже будем выходить, делать выводы. Ой-ой-ой, все сразу открылось. Кто это такие? На кого он похож? Он похож на нашего монтажера, на Леху. Нет, вот этот на Леху похож. Да, 100%. Очень-очень похож. А это вот я стою. Вот это я, да. Короче, выходим, прикольная игра на самом деле. Battle Supremacy. Кстати, это вот очень один из аналогов танков, при этом конкурент, я так считаю, танков, потому что здесь есть еще компания, не так, что там и помчал куда-то просто в месиво, да, здесь есть компания с определенными задачами. Это намного интереснее, когда ты играешь в такие вещи. Так, правый, левый стик работает. Хотя я вам честно скажу, Supremacy это не для таких ТВ-боксов, это надо что-то помощнее, но при этом это работает. Так, это у нас прицеливание. Я уже не помню, я уже в нее не играл, знаете сколько. Так, ну поехали. Поиграем немножко. Та-ра-та-та-там. Куда-то доехали. Поехали на следующую точку. Так, это приближение. Ага, это прицеливание. Понятно. Иди сюда. Проблем захотел, да? Ну, понятно. И в принципе я могу уже переходить, делать выводы. Действительно, неплохо, не то что неплохой, это классный ТВ-бокс. Это обалденный ТВ-бокс за свои деньги, с такими плюшками. А если еще и хаб к нему докупить с колонками, если он когда-нибудь появится, ну я не знаю, честно говоря, я вам показал, да, ну это уже вам решать. Переходим, делаем выводы. В качестве выводов скажу, это топ ТВ-боксов, они однозначно стоят твоих денег, мы их не то что рекомендуем, я в восторге. Я их буду использовать на постоянно, как один из своих ТВ-боксов, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, со всеми плюшками. И с вами был Bubble на канале Технозона, еще с вот таким вот геймпадиком пошпилить, еще и с вот таким вот пультиком поиграться. А, кстати, геймпадик вы видели еще на таком донатике. Короче, ребят, рекомендую, с вами был Bubble на канале Технозона. Пока.